Каждый из нас мечтает о любви, о том, чтобы быть любимым и любить в ответ. Но часто мы сталкиваемся с тем, что говорим на разных языках любви. Мы пытаемся показать свою любовь так, как понимаем ее сами, но наши близкие могут этого не замечать или не ценить. Почему так происходит? Ответ прост. У каждого из нас есть свой язык любви, на котором мы лучше всего понимаем и чувствуем любовь. В этом видео мы отправимся в увлекательное путешествие, чтобы открыть для себя 5 языков любви. Вы узнаете, как распознать свой собственный язык любви и язык любви ваших близких. Понимание языков любви – это ключ к построению счастливых и гармоничных отношений. Когда мы знаем, как выразить свою любовь так, чтобы наш партнер ее почувствовал, мы создаем прочную основу для взаимопонимания и близости. Часто конфликты в отношениях возникают из-за того, что мы не чувствуем себя любимыми. Мы можем годами жить с человеком, но так и не научиться говорить на его языке любви. Это видео поможет вам избежать подобных ошибок. Вы научитесь распознавать знаки, которые подает вам ваш партнер, и отвечать ему взаимностью на его языке любви. Готовы ли вы отправиться в это увлекательное путешествие и открыть для себя мир 5 языков любви? Это видео, созданное по мотивам книги Гэри Чепмана. 5 языков любви станет вашим путеводителем. В следующих сюжетах мы подробно рассмотрим каждый из 5 языков любви, слова одобрения, качественное время, подарки, помощь, физические прикосновения. Вы узнаете, как каждый из этих языков проявляется в отношениях, и сможете определить, какой из них является вашим основным языком любви, а какой – языком любви вашего партнера. Первый язык любви, который мы рассмотрим, это слова одобрения. Для некоторых людей нет ничего важнее, чем слышать добрые, ласковые слова от своих любимых. Такие люди расцветают от комплиментов, слов поддержки и благодарности. Им важно знать, что их ценят, любят и замечают их старания. Если ваш партнер ценит слова одобрения, не скупитесь на комплименты. Говорите ему о том, как сильно вы его любите, как он вам дорог и как вы цените все, что он для вас делает. Комплименты – это мощный инструмент выражения любви. Даже небольшой комплимент может сделать день вашего партнера светлее. Замечайте мелочи и говорите о них. «Какое на тебе красивое платье! Ты сегодня прекрасно выглядишь! Спасибо, что помог мне убраться! Ты очень заботливый!» Ваши слова должны быть искренними и идти от сердца. Не бойтесь проявлять свои чувства, ведь именно из таких мелочей и складывается настоящая любовь. Слова похвалы – это не просто приятные слова, это признание заслуг и достижений вашего партнера. Поддерживайте его начинания, хвалите даже за самые маленькие успехи. Дайте ему понять, что вы в него верите и гордитесь им. Не забывайте говорить о своих чувствах. Фразы «Я тебя люблю», «Ты очень важен для меня», «Я счастлив быть с тобой» способны творить настоящие чудеса. Второй язык любви, который мы рассмотрим, это время, проведенное вместе. Для некоторых людей нет ничего важнее, чем быть рядом со своими близкими, делить радости и печали, проводить свободное время вместе. Если ваш партнер ценит время, проведенное вместе, старайтесь быть с ним рядом как можно чаще. Уделяйте ему свое безраздельное внимание, отложите телефон, выключите телевизор, просто будьте рядом. Важно не просто находиться в одной комнате, а проводить время качественно, общаться, заниматься общими делами, делиться своими мыслями и чувствами. Раздел 2. Внимание! Лучшее доказательство любви. Для людей, чей язык любви – качественное время, нет ничего важнее, чем чувствовать себя в центре вашего внимания. Когда вы полностью сосредоточены на них, они чувствуют себя любимыми и значимыми. Во время разговора слушайте внимательно, задавайте вопросы, проявляйте заинтересованность. Не отвлекайтесь на другие дела, покажите партнеру, что он для вас важнее всего. Даже если у вас не так много свободного времени, старайтесь находить хотя бы несколько минут в день, чтобы побыть с партнером наедине и поговорить по душам.
Раздел 3. Совместные занятия укрепляют отношения. Совместные занятия – это еще один способ провести время вместе и укрепить ваши отношения. Найдите общее хобби, займитесь спортом, сходите вместе в кино или театр, путешествуйте. Главное, чтобы это приносило радость вам обоим. Планируйте совместные выходные, отправляйтесь в романтические поездки, делайте друг другу сюрпризы. Чем больше времени вы проводите вместе, тем крепче становятся ваши отношения. Раздел 1. Язык подарков больше, чем просто вещи. Третий язык любви, который мы рассмотрим, это подарки. Многие ошибочно полагают, что этот язык любви самый поверхностный. На самом деле, для людей, чей язык любви – получение подарков, это не просто вещи. Это символы любви, внимания и заботы. Получая подарок, человек, чей язык любви – подарки, видит в нем ваше желание порадовать его, вашу заботу, внимание. Это материальное подтверждение ваших чувств. Подарки не обязательно должны быть дорогими. Главное, чтобы они были выбраны с душой, с учетом интересов и желаний вашего партнера. Раздел 2. Внимание к деталям. Чтобы по-настоящему порадовать партнера подарком, обращайте внимание на детали. Вспомните, что он любит, о чем мечтает, в чем нуждается. Возможно, он давно хотел купить новую книгу любимого автора, а может быть, ему нужен новый чехол для телефона. Даже небольшой подарок, выбранный с любовью и вниманием, скажет о ваших чувствах гораздо больше, чем самый дорогой, но безличный презент. Раздел 3. Дарить значит любить. Не ждите особого случая, чтобы порадовать партнера подарком. Дарите подарки просто так, без повода. Просто чтобы сказать «я тебя люблю», «я о тебе думаю», «я хочу, чтобы ты улыбался». Это может быть что угодно. Любимый шоколад, билет в кино, красивый цветок, душевная открытка. Главное – это ваше внимание и желание порадовать. Тогда даже самый скромный подарок станет для вашего партнера настоящим сокровищем, которое он сохранит в своем сердце. Раздел 1. Поступки говорят громче слов. Четвертый язык любви, который мы рассмотрим, это помощь. Для некоторых людей очень важны поступки. Пустые слова ничего не значат, если за ними не следует реальная помощь и поддержка. Если ваш партнер говорит на языке помощи, ваши действия будут лучшим доказательством вашей любви к нему. Помощь может выражаться по-разному: приготовить ужин, помыть посуду, убраться в квартире или помочь с домашними делами. Раздел 2. Помощь. Проявление заботы. Для того, чей язык любви – помощь, очень важно чувствовать заботу, не оставаться один на один со своими проблемами. Даже если вы очень заняты, найдите время, чтобы помочь партнеру. Это не обязательно должно быть что-то грандиозное. Иногда достаточно просто выслушать, предложить свою поддержку или сказать доброе слово. Главное – показать, что вы рядом и готовы помочь. Раздел 3. Маленькие подвиги, которые значат многое. Часто именно мелочи играют решающую роль в отношениях. Небольшие жесты помощи могут значить для вашего партнера гораздо больше, чем дорогие подарки или страстные признания. Обращайте внимание на то, в чем нуждается ваш партнер, и просто делайте это. Сварите ему утром кофе, погладьте рубашку или купите по дороге домой его любимые фрукты. Эти мелочи говорят о том, что вы думаете о нем, что вы заботитесь. Именно из таких мелочей и складывается настоящая любовь. Раздел 4. Учитесь говорить на языке поступков. Если ваш партнер говорит на языке любви помощи, учитесь говорить на его языке. Не ждите, когда он вас о чем-то попросит. Будьте внимательны к его потребностям и старайтесь предугадывать его желания. Чем больше вы помогаете партнеру, тем более любимым и нужным он себя чувствует. Помните, что помощь – это не обязанность, а проявление любви. И если вы помогаете партнеру от чистого сердца, ваши отношения станут еще крепче и гармоничнее.
Пятый и последний язык любви, который мы рассмотрим, это физические прикосновения. Этот язык любви может быть одним из самых сильных способов выразить свои чувства. Для многих людей прикосновение – это не просто физическое действие, а эмоциональное выражение заботы, любви и поддержки. Прикосновения могут быть разными. Это могут быть объятия, поцелуи, держание за руки или просто нежное поглаживание по спине. Эти жесты могут сказать о любви больше, чем слова. В них есть сила утешить, поддержать, показать, что близкий человек рядом и готов подставить свое плечо. Не стоит недооценивать силу физического контакта. В минуты радости, печали или просто в повседневной жизни физическое выражение любви способно значительно укрепить вашу связь. Теплые объятия или поцелуй перед уходом на работу способны сделать весь день лучше. Физические прикосновения не только укрепляют эмоциональную связь, но и могут быть источником утешения и поддержки в трудные минуты. Важно помнить о том, что прикосновения должны быть уместными и желанными. Учитывайте границы и предпочтения вашего партнера, чтобы ваши жесты были приятными и комфортными. Во время болезни или стресса физические прикосновения помогут вашему партнеру почувствовать заботу и поддержку. Такие простые действия, как держание за руку или легкий массаж, могут оказать успокаивающее действие и без слов показать вашу заботу. Иногда физическое прикосновение может быть сильнее любых слов поддержки. Оно способно передать то, что сложно выразить словами – сочувствие, любовь и уверенность в том, что ты не один. Физическая близость не ограничивается только интимными моментами. Она также включает в себя и повседневные жесты, такие как похлопывание по плечу, игривые толчки или совместное времяпрепровождение на диване в обнимку. Эти маленькие жесты создают атмосферу тепла и уюта, делая отношения более крепкими и глубокими. Приучите себя регулярно включать подобные прикосновения в ваши рутины. Это могут быть утренние и вечерние объятия, дружеское похлопывание по спине или просмотр фильма вместе в обнимку. Эти моменты помогают поддерживать ощущение близости, даже когда слова становятся излишни. Такое внимание к физической стороне ваших отношений способно значительно улучшить их, добавив больше тепла и нежности. Физическая близость делает любовь осязаемой, позволяет чувствовать ее каждый день. Мы завершаем наше увлекательное путешествие в мир 5 языков любви. Надеемся, что эта книга помогла вам лучше понять и себя, и своих близких. Помните, что язык любви – это не просто теория, а практическое руководство к действию. Недостаточно просто знать язык любви своего партнера. Важно говорить на нем каждый день. Делайте друг другу комплименты, проводите время вместе, дарите подарки, помогайте по дому и не скупитесь на физические прикосновения. И тогда ваша любовь с каждым днем будет становиться только крепче. Часто мы забываем, что любовь – это не только чувство, но и глагол. Любить значит действовать, проявлять заботу, внимание, нежность. Не ждите, пока ваш партнер догадается, в чем вы нуждаетесь, говорите о своих желаниях, о том, что делает вас счастливыми. И не бойтесь экспериментировать. Пробуйте разные способы выражения своих чувств, ищите то, что работает именно в ваших отношениях. Помните о том, что каждый из нас уникален, и то, что важно для одного, может быть незначительным для другого. Не пытайтесь изменить своего партнера, примите его таким, какой он есть, со всеми его достоинствами и недостатками. Открыв свое сердце для любви, вы обретете настоящее счастье и гармонию в отношениях. Изучение языков любви – это не одноразовая акция, а увлекательное путешествие, которое длится всю жизнь. Меняетесь вы, меняется ваш партнер, меняются ваши отношения. И то, что было актуально вчера, сегодня может потерять свою значимость. Будьте внимательны друг к другу, учитесь говорить на языке любви своего партнера, и тогда ваша любовь будет жить вечно.